Всем привет! Сегодня у нас с вами интересная тема о том, как Йота подписала NDA и потеряла все свои деньги. Давайте будем начинать. На самом деле все очень просто. Йота ничего не подписывала, но мой коллега, он ходил на собеседование, пытался получить оффер, и оффер ему одобрили, все в этом деле круто, классно, хорошо. Но был один интересный момент. Он касался информации, которая нужна была для подписания NDA. Кто не знает, что такое NDA, это соглашение о неразглашении. Такие документы обычно подписывают, когда есть какая-то конфиденциальная информация, которую не хотелось бы, чтобы разглашали. Для этого есть такой документ. Так вот, давайте посмотрим на то, что требовали для подписания этого документа. Паспорт, фото плюс прописка, номер телефона, номер банковской карты и свою рабочую почту. И, честно говоря, на этом этапе он засомневался, потому что увидел номер банковской карты. Я бы засомневался еще и на этапе фото паспорта, потому что я подписывал уже несколько этих документов и ни разу не требовали фото паспорт. Достаточно было просто предоставить ее и данные, которые есть в паспорте относительно идентификации личности. Да, только для идентификации личности. Все. Но давайте остановимся на пункте номер банковской карты. Он написал, я тоже посмотрел на это сообщение, и меня тоже оно смутило. Я сказал, что это какая-то хрень, на что он тоже самое сделал пару запросов к своим другим коллегам, и они все сошлись во мнении, то, что это тоже какая-то хрень. Тогда я ему сказал, давай уточни, пожалуйста, у этого HR-менеджера, что происходит, в чем дело, почему такие требования. Хочу сразу же отметить, что не было никакой официальной переписки в Gmail, хотя вроде как они говорили, что готовы это предоставить. Вся переписка велась исключительно в Телеграме, в закрытом аккаунте HR-менеджмент. Окей. Соответственно, он посмотрел данные о компании, куда устраивался, посмотрел отзывы о компании, вроде как все круто, классно, хорошо, но вот есть такой вот момент, который смущает. Ему отвечает HR, говорит, да, все нормально, это базовый кейс, это нужно для нашей службы безопасности, для того, чтобы проверить через какой-то сайт, что твоя карта не привязана к фишинговым операциям на нашем продукте. И тут вопрос. У меня может быть 20 карт, я могу дать любую, которую никогда не использовал, а все 19 у меня всегда были фишинговые. Тоже, опять же, очень странная ситуация, да. Если что, это компания, которая маскировала себя под PlayRock. Если это действительно реальный документ для NDA из компании PlayRock, пожалуйста, PlayRock напишите. Но тут есть уже другой момент, потому что после ответа этого HR-менеджмента я сказал, что это все равно какая-то хрень, и то, что он написал как убедительные доводы в пользу предоставления карты, что это нормально, хотя до этого он писал, что были люди, которые были из-за границы, и они не предоставляли карту, и так можно, а здесь почему-то ему обязательно нужно предоставить, потому что служба безопасности так настаивает. Очень-очень-очень странно все, в общем-то. Соответственно, что происходит? Я говорю, напиши, пожалуйста, в официальные источники PlayRock, что есть ли такое у вас на самом деле. В результате чего происходит очень интересная ситуация. Отвечает официальная почта поддержки PlayRock и говорит, что в данный момент набор сотрудников у нас не проводится. То есть получается, что кто-то пытается прикинуться компанией PlayRock и получить ваши конфиденциальные данные. Так? Так. Есть второй вариант. Это действительно PlayRock. У них действительно очень странная система подбора. Поэтому PlayRock, если вы смотрите это видео, а я вам сейчас специально отправлю это видео во все ваши инстанции, пожалуйста, напишите в комментариях, так это или не так. Ну и если это так, то разъясните, пожалуйста, относительно момента номера карты и фотографии паспорта. Очень-очень-очень смущают эти пункты. Ну и, как я и сказал, в ответе поддержки здесь тоже может быть бескоммуникация, потому что HR, допустим, начали кого-то искать, а техспециалист еще не в курсе, что тоже может быть. Поэтому, опять же, хотелось бы в этом всем разобраться. Но, как я и сказал, сейчас на текущий момент тот закрытый HR-аккаунт, с которым общался коллега, и те требования, которые он у него просил,
для подписания NDA, на мой взгляд, выглядит как мошенническая схема. Поэтому, ребят, если вас просят что-то подобное, всегда подумайте, переосмыслите еще раз. Не нужно делать поспешных решений. А здесь еще и прям очень сильно настаивали на скорейшем предоставлении документов, поторапливали чуть ли не сейчас, иначе все закроется перед твоим лицом. Когда вас торопят, пожалуйста, еще сильнее успокойтесь, взвесьте все за и против, прогуглите, посоветуйтесь с людьми, которые в этом деле разбираются, и примите уже какие-то правильные выводы, чтобы не стать жертвой мошенников. Потому что сейчас мошеннических схем, к сожалению, в этом мире очень и очень много, и они постоянно растут и развиваются. Как-то так. Всех обнял. Всем большое спасибо. Плейрок, если вы посмотрите видео, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Остальные ребята тоже пишите в комментариях. Может быть, кто-то что-то знает, кто-то что-то не знает. Всем спасибо, всем пока.